Всем привет, дорогие мои друзья! Сегодня я делаю пирог из сдобного теста, который отлично подойдет к любому праздничному столу или даже просто к воскресному ужину. И дети, и взрослые просто обожают сладкую выпечку. И я сегодня поделюсь с вами рецептом. Ничего особенного нет. Единственное, что буду делать пирог в виде косички. Для начинки я возьму изюм и цукаты, которые я залила амаретто, просто потому что запах от них бывает необыкновенный. И еще у меня есть сушеный инжир, который я мелко порежу. Если у вас нет инжира, возьмите либо сушеные абрикосы, либо чернослив. В общем, все, что есть. Итак, приступим. Как всегда, я максимально упрощаю себе работу, поэтому буду смешивать продукты миксером. Можно взять планетарный миксер, если хотите. Это не имеет особого значения. У меня вот здесь теплое молоко. Добавлю сюда дрожжи и размешаю, просто чтобы дрожжи размешались, скажем так. Не обращайте внимания на мою лопаточку. Она достаточно старая, но просто обалденно удобная. Поэтому я продолжаю ею пользоваться. Также я добавлю в молоко столовую ложечку инвертного сиропа, вместо которого можно использовать мед, либо просто добавить ложечку сахара. Инвертный сироп кладется в выпечку для того, чтобы дольше сохранить ее свежей. Вот и все. Размешиваю. И пока отставлю молоко в сторонку. В миске для замешивания теста я взобью яйца и сахар. Ну вот, взбиваю вот до такой нежной, пышной массы. И теперь замешиваю все продукты в этой миске. Добавлю чуть-чуть, щепоточку куркумы для цвета. Немножко апельсиновой пасты. Можете добавить цедру. У меня не оказалось цедры, просто добавляю апельсиновую пасту. Добавлю сюда, смотрите, видно, что дрожжи уже начали даже пениться. Выливаю сюда молоко и размягченное сливочное масло. Сливочное масло можно просто размягчить. Я его чуть-чуть растопила, потому что на кухне у меня достаточно прохладно. Хочу напомнить вам, что все продукты должны быть комнатной температуры. На кончике ножа добавляю ванилин. Можете добавить ванильный сахар. И также добавлю сюда 25 мл виски. Или можно добавить водку. Вот так. Это буквально, не знаю, наверное, пару столовых ложечек. Виски придаст выпечке такой приятный привкус и тоже поможет ей дольше оставаться свежей. Все это перемешаю. Хочу добавить еще вот буквально чуть-чуть щепотку куркумы, чтобы был более такой насыщенный цвет. Кстати, должна вам сказать, очень осторожно с куркумой, чтобы не запачкать поверхности, иначе останутся пятна. Буквально щепоточку соли не забудьте добавить для такого усиления вкуса. И теперь порциями начинаю добавлять просеянную муку. У меня здесь 400 грамм. Возможно, понадобится чуть больше или чуть меньше. Добавлю сначала половину. Как видите, тесто получается слишком жидким. Муки нужно больше. Сейчас я взвешу и вернусь. Я взвесила всего 150 грамм муки. И дальше буду замешивать уже теперь руками и лопаточкой. Эта лопаточка, наверное, у меня слишком нежная. Возьму что-нибудь посерьезней. Давайте посмотрим. Возьму пока половину, даже меньше. И продолжаем замешивать. Тесто должно получиться мягким, но достаточно крутым для того, чтобы его можно было раскатывать.
Теперь я выложу тесто на стол и продолжу замешивать руками. Часть муки уберу. Еще несколько минут вымешу тесто, чтобы оно стало нежным и гладким. Сильно тесто не забивайте. Я постараюсь дополнительно муки не использовать. Вот только то, что у меня здесь есть. Ну, посмотрим. Вот возьму еще немножечко, как видите, 1 ложку муки. Как я уже сказала, тесто должно быть мягким, но, видите, если оно слишком липкое, то его будет трудно раскатать. Это единственное, что трудно будет сформировать красивый пирог потом. Как видите, тесто становится намного мягче, гладким, но все еще достаточно липким. Ну вот, друзья, я думаю, что больше я не буду добавлять муки. Этого вполне достаточно. И хотя тесто еще достаточно липкое, ну, оно уже отстает от рук. Ну вот, друзья, тесто еще достаточно липкое. Буквально. Нет, слишком, видите, оно еще слишком прилипает сильно. Ну все, друзья, больше муки не добавляю. Тесто уже достаточно мягкое. Как видите, не липнет уже к столу, не прилипает к рукам. Вот, мисочку я сейчас смажу растительным маслом, буквально чуть-чуть. Обваляю в этом масле тесто. Вот посмотрите, какое тесто получается. Очень мягкое и нежное, но достаточно упругое, чтобы его можно было раскатать. Я его так немножко округлила. Накрою сейчас пленочкой и поставлю в теплое место подходить, пока оно не увеличится в размере примерно вдвое. А пока у меня подходит тесто, я приготовлю начинку. Вот здесь у меня смесь изюма и цукатов цитрусовых. Еще я добавила туда вишню, такую, знаете, коктейльную вишню, и залила амаретто. Здесь у меня порезанные орехи, которые я замораживаю, когда они у меня остаются. И я порежу инжир. Так, не знаю, сколько мне понадобится. Я думаю, что это слишком много, потому что, ну, наверное, слишком много. Вот эти хвостики я отрежу. У меня, к сожалению, не оказалось никаких других сухофруктов. А так, конечно, абрикосы очень вкусно в таком пироге. Ну, я сделаю с тем, что у меня есть. Если сухофрукты у вас очень твердые, то их нужно ошпарить кипятком и дать им немножко постоять. Потом слить и на бумажном полотенце обсушить, чтобы не было лишней воды. Так, вот это выбросим. И теперь инжир порежу вот такими небольшими кусочками. Я добавлю сюда буквально чуть-чуть муки, вот так присыплю, обваляю кусочки в муке и постараюсь их разделить, чтобы они в пироге тоже были немножко, так, знаете, раздельные. Все-таки инжир такой, смотрите, липкий, эти кусочки прям склеиваются. Вот и все. Ждем, пока поднимется тесто. Ну вот, друзья, прошло немножко больше времени, чем 1 час, наверное, пару часов. Но, конечно, тесто сдобное, оно тяжелое, оно поднимается, ну, скажем так, немножко дольше. Получается оно просто необыкновенное. Посмотрите,
нежное, очень мягкое, пушистое. Посмотрите, сколько пузырей. Вот. Я его обомну и дам тесту еще один раз подняться. Очень нежное тесто, шикарное. Также накрываю пленочкой и обратно в теплую разогретую духовку. Ну что, друзья, давайте приступим к разделке нашего пирога. Посмотрите, какое шикарное тесто. Я слегка присыплю стол мукой. Что-то слегка у меня слишком получилось, но ничего страшного. И выложу сюда тесто. Посмотрите, какое тесто получилось. Видите, да? Просто шикарное. Вот, посмотрите, просто необыкновенное, нежнейшее, пышное тесто. И сейчас я его разделю на 3 части. Можно разделить на 2 в зависимости от вашей формы. Все 3 части нужно раскатать. Немножко получилось не одинаково. И нужно будет их раскатать в 3 жгутика. Примерно все одинаково у меня. Вот смотрите, раскатываю на 3 жгутика. Размер моей формы 22 сантиметра. Вот нижняя часть, верхняя чуть больше. Я положила бумагу, чтобы, знаете, как на всякий случай, скажем так. Раскатываю тесто в колбаску. И теперь колбаску раскатываю вот так плоско, чтобы можно было в середину выложить начинку. Вот так. Теперь выкладываю начинку. Так, чтобы можно было соединить края. И теперь края вот так плотненько соединяем. Количество начинки зависит только от вашего желания. Вот так. Вот так, аккуратненько все края соединили. И вот эту колбаску оставим в стороночке. Я, кстати, приготовила 2 формы, потому что не уверена была, сколько, которая из них мне понадобится. И вот точно так же раскатываю 2 оставшихся кусочка теста. Делаю примерно одинакового размера. Кстати, забыла орешки добавить. Сюда выкладываю изюм. Тоже вот так равномерно. Изюма положу чуть поменьше. Зря это сказала. И сюда же посыплю немножко орехов. Забыла орехи положить вот в тот рулетик, но вы не забудьте. Чуть-чуть положу орехов. И также соединяю края, чтобы вся начинка осталась внутри. Приминайте вот так пальцами. Главное хорошо краешки соединить. Тесто очень нежное, отлично в работе. Как видите, легко с ним работать. Так что никаких трудностей возникнуть не должно. И последний кусочек. Как видите, тесто прямо на глазах поднимается еще. Аромат, ребят, необыкновенный, потому что амаретто все-таки дает обалденнейший аромат вот этой начинки. Вот так. Вот и все. И присыпаем орехами.
Ну вот, друзья, все. И теперь собираем косичку. Все очень просто. Аккуратненько. Вот так. Так. Я собираю не очень плотно, чтобы было немножко места для теста, как бы это, подниматься еще, да? Видите, да, вот здесь вот у меня немножечко места. Не знаю, видно вам или нет. Ну, так, как видите, немножко у меня где-то порвались вот эти вот кусочки. Ничего страшного, друзья. Вот аккуратненько все закрепляем, подравниваем. Вот так. Все собрали. И теперь соберу вот так вот в круг. Хвостики заправила. Вот. И посмотрите. Вот так вот собрала в такую вот косичку. Теперь его нужно аккуратненько переложить в блюдо. Как вы думаете, поместится? Да. Или лучше вот сюда? Вот как вы думаете? Наверное, лучше вот в такое большое положить, да? У меня бумага для выпечки, но я ее на всякий случай еще смажу маслом. Вот у меня остались несколько кусочков вот этой бумаги, которая не очень хорошая была, такая, знаете, не вощеная, вот как она называется. И теперь аккуратненько нужно перенести в форму. Сделаю я это вот так. Аккуратно переложу на доску для разделки. И переложу вот сюда форму. Так, ну вот, смотрите, что получилось. Кое-где порвалось. Ничего страшного. Заклеим все аккуратненько. Краешки подравниваем. Все. Накрываю пирог пленкой и дам ему еще раз хорошо подняться в теплом месте. Накрываю сверху полотенцем и в теплую духовочку. Ну что, друзья, мне кажется, пирог достаточно поднялся. Я смешала яичный желток с молоком и сейчас смажу им верх пирога. Здесь немножечко порвался, ничего страшного. Это потому, что неравномерно раскатала тесто. Поэтому имейте это в виду, когда раскатываете тесто, то старайтесь, чтобы было как бы равномерно. Духовка у меня разогревается до 180 градусов. И выпекать пирог буду примерно 35-40 минут. Зависит от того, как ваша духовка печет. Проверяйте обязательно. Всегда проверяю, независимо от того, знаю свою духовку, не знаю свою духовку. Всегда проверяю деревянной палочкой. Ну, у меня не деревянная, у меня такая специальная металлическая палочка, но всегда проверяю. Никогда не надеюсь на время. Девочки, наверное, когда я куплю себе новую щеточку, я про это сниму отдельное видео. Уже прямо неудобно. Смотрите, какая красота. Видно вам? Супер. Сверху, кстати, можно немножко сахаром присыпать. Вот. И еще, если будет подгорать, можно прикрыть сверху фольгой. Я всегда накрываю фольгой блестящей стороной вниз. Не знаю, говорят, так не так сильно пригорает. Ну что, ребята, вот такая получается красота. Давайте проверим. Палочка совершенно сухая. Никогда себе не верю. Проверю несколько раз. Палочка совершенно сухая. Я накрывала фольгой.
примерно за сколько? 15 минут до окончания выпечки. Пирог у меня выпекался 30 минут ровно, ребята. Так что проверяйте по своей духовке. Ну все, вынимаю на решетку, дам остыть и будем пробовать. Кстати, друзья, я решила смазать верх сахарной водичкой. Чуть-чуть сахара развела в воде. Вот так, чуть-чуть слегка смажу. И все. Сверху можете украсить по желанию. Можете присыпкой. Присыпать маслом, кстати, можно смазать тоже. Вечно ему нужно туда-сюда походить. Ой, зацепилась. Да. Можно теперь уже без перчаток. Ну вот, друзья, посмотрите, какая прелесть. Все. Чудесно. Кстати, ну, горячий еще. Давайте покажу вам низ. Посмотрите. Вот видите, какой низ. Ой. Так, все. Потом покажу. Боюсь, что он развалится. Он такой нежный. Чудо. Чудо, чудо. Накроем его. Ждем. Ну что, дорогие друзья, давайте попробуем, порежем пирог. Он очень-очень мягкий. Надо было взять нож для хлеба. Ну, ладно, какой взяла, такой взяла. Эти топчутся под ногами опять. И вот посмотрите, какой получился пирог. Мы уже не выдержали. Но посмотрите, какой получился нежнейший пирог. Вот такой мякиш. Вот. Чудесный, ароматный. Надо было, конечно, подождать, пока он хорошо остынет. Но уже все, терпение у всех закончилось. Все хотят чай с пирогом. Вот такие дела, друзья. Тесто отличное, пирог суперский. И на Пасху, и на каждый день, и к чаю. И, в общем, короче говоря, советую, готовьте с удовольствием. Всем пока!